Счастье летит. Сатурнианское счастье. А по Сатурну счастье, оно крепкое. За него очень хорошо держаться, потому что Сатурн, о котором пойдет сегодня речь, и счастье, которое вам посылаю, это сила духа. Это стержень. Это и есть Сатурн. Вот такое посылаю вам счастье. Сила духа, стержень, несмотря ни на что. И речь пойдет, конечно же, о Сатурне. Сатурн – это стержень. Вот о нем будем говорить, потому что Сатурн делает транзит. Сатурн делает транзит в знак зодиака Рыбы. И сразу с вами пронаблюдаем, когда точно такой же Сатурн был в прошлом. Итак, 28 января 1994 года точно так же Сатурн сделал транзит в знак зодиака Рыбы. То есть 29 лет назад. Сатурн 29,5 лет берет для того, чтобы обойти все знаки. До этого 16 декабря 1964 года Сатурн сделал транзит в знак зодиака Рыбы. Вот таких два транзита, которых мы с вами можем, немножко вернувшись назад, каким-то образом увидеть, понять, сопоставить и посмотреть, как это работало в то время, 94 год и 64 год. И сейчас, в 23 году, 7 марта, такой же транзит будет делать Сатурн в знак зодиака Рыбы. Итак, что такое, еще раз, что такое Сатурн? Сатурн – это ограничитель. Что-то сужает, ограничения делает препятствия. Очень стабильный такой знак. Иногда, делая препятствия, от чего-то тебя оберегает, но и препятствие чему-то не дает развиваться. С одной стороны, на благо иногда тебя откуда-то убирает, а иногда вот точно так же с таким же благом, но не дает тебе развиваться, то есть за тебя в тиски, затаскивает тебя в тиски. Всегда, когда транзит делает по какому-то определенному знаку, он тебя учит, потому что Сатурн – это учитель, учит тебя опыту, не мудростям, опыту, потому что Сатурн – это опыт, тот опыт, который ты набираешься. По Сатурну до 29,5 лет, до 30 лет тебе твои ошибки прощаются. Они тебе идут как опыт твой. Затем после 30 лет это уже ты чему-то не научился. И если ты после 30 лет допускаешь какие-то ошибки, то здесь по Сатурну называется это карма. Сатурн – это еще и карма. Итак, делая транзит в знак зодиака Рыбки, Сатурн, какая-то система уже вышла из строя, не работает. Она отжила себя. Появляется новое, на горизонте что-то новое появляется, тогда эта система начинает давать сбой. Это всегда происходит каждые 29,5-30 лет. Хочет прогресс идти вперед, он рвется вперед. И никакой Сатурн его не ограничит. Тот, кто остается в этой системе, остается с этими правилами Сатурна, тот становится, вот еще раз, обозленным,
идет на сопротивление, наступает депрессия, разочарование, агрессия, страх, раздражение, неразбериха, вредительство. Вот это все, если ты сопротивляешься процессам прогресса. Это Сатурн вот так. И следующее, если ты следуешь, да, за 30 лет какая-то что-то отживает, оно уже неинтересно, оно застаивается, ты вырываешься. Так же, как до 30 лет, вот ты уже в 30 лет, ты уже в 26-27 ты думаешь, нет, мне уже не хочется таких отношений, мне уже не хочется столько времени тратить на друзей, мне уже не хочется столько времени тратить впустую. И ты уже как-то ты начинаешь то, что ты делал в 16, в 20 тебе не хочется делать в 27, в 29, в 30. В 30 тебе не хочется делать то, что ты делал в 20. Или так, как ты проживал, как-то так, как ты понимал, ты не хочешь, ты сопротивляешься. Точно так же, когда тебе 40, 50, ты не хочешь делать то, что ты делал в 25. Какие-то вещи, которые тормозили тебя или делали тебе какие-то препятствия, или не развивался, неправильно поступал, делал определенный по незнанию, по неопыту. Поэтому те, кто идет вместе вот с этим транзитом, идет в прогресс, кто не сопротивляется этому прогрессу, то этот внедряет новые технологии, интеллект новый, сообразительность, становится легче жить, гибкость мышления, не закостенелость, гибкость мышления, гибкость твоих убеждений. Если у тебя были какие-то догмы, какие-то правила, они за 30 лет отжили, они не работают. Гибкость убеждения, самостоятельность выбора. Не кто-то за тебя делает выбор. Не мама тебя заставляет идти учиться по этой специальности. Не в партнерских отношениях не муж или не жена тебе говорят, вот это делай, вот это. У тебя есть самостоятельность выбора. Общение виртуально со всем миром. Это в новом времени, в новых технологиях. Общение вообще переходит на другой характер, меняется все. И это мы с вами наблюдаем, и это мы с вами будем наблюдать. Тип работы, тип общения, тип отношений, тип торговли, тип медицины. Все это видоизменяется. Что делает Сатурн, когда он будет пребывать в знаке зодиака Рыбы? Конечно, это огромный прогресс и прорыв в медицине. Это огромный прогресс в медицине, потому что здесь включена очень сильно интуиция и огромный 12-летний опыт, который имеется в рыбах, это 12-й знак. То есть он пройдет уже очень-очень много опыта прошел. И он свой опыт применяет не назидательно, а выбор дает. Я тебе скажу как, а ты выбирай сам. Вот здесь Сатурн будет действовать по тому, как сама по себе знак зодиака Рыбы. То есть интуиция у людей, очень сильно развитая интуиция. И эта интуиция настолько выводит тебя, ты сам себе говоришь, я со своим организмом разберусь. У тебя даже выражения, у тебя фразы другие появляются, у тебя появляется немножечко другой ракурс. Ты сам на себя рассматриваешь себя по-другому. У нас внутри, у каждого из нас есть огромнейший потенциал взаимодействия. Наше тело с нами очень сильно взаимодействует, и оно хочет всегда быть услышанным. Оно очень много дает подсказок. Сатурн в знаке зодиака Рыбы, подсказки ты даешь сам себе. Ты абсолютно по-другому чувствуешь это. Больше чувствительности, чем вот такой установки. Ты почитаешь даже одно
Смотрите, на таком очень простом примере. Даже не нужно смотреть, какая будет погода. Твой организм, у кого-то поднимается давление, у кого-то опускается давление, кому-то делается прохладно, кого-то в жар бросает, у кого-то какие-то изменения в теле, которые ты себе говоришь, это на погоду, то есть наше тело становится нашим барометром. И это, конечно, сделает Сатурн, тот, кто, не сопротивляясь, следует этому транзиту. Потому что да, Сатурн будет тебя ограничивать. Нужно, конечно, убрать вот эти все рамки и следовать времени, следовать развитию, не сопротивляясь. Сопротивление ни о чем. Дальше цель перехода Сатурна. Вот какая вот цель перехода? О чем мы увидим цель? Знания, информация, свобода знаний, интуиция, озарение, жить сейчас, не завтра и не вот там, а вот 10 лет назад, когда было, а когда 20 лет назад были, и ты начинаешь вот туда. Или туда, когда ты не знаешь. Жить сейчас, сегодня. Интуиция, гибкость, принятие новых технологий и освоение этих технологий. Без технологий ты абсолютно отстаешь, ты в регрессе. Само по себе всегда переход способствует, общество делится. Не потому, что эти хорошие, эти плохие. Мы вообще никогда так не рассматриваем людей по категории плохой, хорош. Общество делится. Это всегда переломный момент. И каким образом общество делится? Делится общество по интеллекту и материальность. Сатурн четко разводит общество на две категории. Интеллект. Интеллект – это развитие, это вкус жизни, это интерес жизни, это новое изучать, внедрять, пользоваться. И материальное, оно у тебя уже есть, оно у тебя накопилось, ты не хочешь его, ты лучше развиваться не будешь, вот у тебя ограничивает тебя здесь, вот на том материальном, котором есть. Но все равно любой транзит таких гигантов, как Сатурн, в другом видео мы рассмотрим такой гигант, как Плутон. Посмотрите, два таких гиганта делают транзиты. Цель – познай себя. Это самое, наверное, сложное – это познакомиться с самим собой. Узнать себя, познать себя, слушать себя, слышать себя, спрашивать себя. Кто я, какой я, кто нужен мне для жизни, кто нужен мне для семьи, какие мои способности, какие мои таланты, как я могу развиваться, в каком направлении, какая моя специальность, что мне нравится, как я хочу это все познать, что я хочу чему научиться. Это только когда ты сам себя знаешь. Ты начинаешь в это во все втекаешься, течешь в колесе жизни или река жизни, ты по ней течешь, и ты только развиваешься. Только развиваешься. Ты не можешь этот процесс остановить, потому что ты в развитии, ты познаешь самого себя. У каждого человека есть таланты, только мы о них часто сами не знаем. Часто можешь спросить у ребенка, у взрослого, а на моей практике встречалась люди, которым по 40 лет, по 50 лет говорили, а я не знаю, кем я хочу быть. Я не знал никогда, меня не тянуло никуда. Я не знаю, кем я хочу быть. Не могли определиться. И только возвращаясь, Сатурн, это до 5 лет, это до 5 лет у нас все формируется. Вот туда, что тебе там нравилось? Кому-то нравилось кукол наряжать, одевать. Кому-то нравилось подстригать этих кукол, кому-то нравилось с посудкой готовить, кому-то в песке возиться. То есть
в песке делают, прям могли замок построить, какой-то там домики строили в песке. Кто что, вот туда возвращаться по Сатурну, это вот вспоминаешь детство и привычки или желания, которые у тебя там были. Дальше что, мои хорошие? Что такое Сатурн? Сатурн, транзит Сатурна. Это для того, чтобы подготовить себя к вот этим изменениям. К изменениям. Отмирает, разрушается, обрушается вся стабильная система, которая установилась. Старая система, она отжила, она не действует. Она неинтересна. Это просто неинтересно. Что выходит на поверхность? На поверхность выходят умные, образованные, интеллектуальные и те, кто в этом процессе, те, кто хочет развиваться. Это никогда не зависит от возраста. Любую деятельность можно освоить и начать в любом возрасте. Следующее что? Что еще? Вижу Розану, слышу такие слова. Сатурнианский вот такой стержень, лайк. Лайк такой со стержнем. Спасибо, вижу, поставили. Спасибо, мои хорошие, спасибо. Ну что еще по Сатурну? Сатурн – это бог времени, и ты, конечно, должен свое время уважать. Когда ты уважаешь свое время, ты уважаешь время каждого другого. Если ты дал слово себе, всегда все начинаем с себя. А Сатурн – это только я с себя начинаю, потому что это голова. Это ты продумываешь по Сатурну. Дай себе слово. Я сброшу какой-то определенный вес, тот, который мне мешает. Я отпущу какую-то независимость. Я разберусь с ней. Я разберусь с заболеванием, которое у меня есть. Я найду метод. Я обязательно приду к этому. Я найду какую-то литературу, я найду метод, я найду медицину народную и такую. Я начну пробовать. Я этим займусь. Я это хочу, я это сделаю. Ты даешь какие-то слова себе. Я стану мамой. Не говорю как. Жизнь выведет как. Но я стану мамой. Я хочу быть мамой. Я сделаю встречу своего человека и так далее. Ты говори это. Начинай всегда с самого себя. Говори это самому себе. Ну вот такой транзит Сатурна в знак зодиака Рыбы. Конечно, он будет не такой, он будет больше интуитивный, плавный. Мы не будем с вами ощущать большого сопротивления внутри. Те, кто его ощущает, еще раз говорю, оно приведет все равно, вот эти два разветвления, оно все равно приведет к тебе. Те, кто не, оно приведет тебя, вот я уже перечислила, обозленность, регресс, сопротивление, разочарование, страхи, агрессия, неразбериха, вредительство, разрушение, раздражение, депрессия. Это вот если ты не следуешь, если ты остаешься в старой системе. Так, что еще? Сатурн – это что у нас? Это планета, это царь-повелитель времени и памяти. Сатурн – это память. У кого сильный Сатурн? А сильный Сатурн – тот, который находится либо в Козероге, это очень сильный Сатурн, либо Сатурн находится в Водолее. В двух этих управителях тут находится Сатурн. Если у вас в натальной карте вы любого другого знака, но у вас Сатурн находится в сильном таком положении, у вас очень хорошая память. Ну, если еще в хорошем положении находится, не дает никакие. Очень хорошая память. Ты помнишь события, которые с тобой были тебе год, два, три, а ты помнишь, что... И, конечно, сами Козероги и Водолеи, они помнят события, потому что это их управитель Сатурн.
ты помнишь себя, настолько помнишь ребенком, ты родителей помнишь своих. Вот ты маленький, тебе 2-3 годика, а ты помнишь, какие были твои родители, что они говорили, как они себя вели. Это вот память. Сатурн отвечает за память. Дальше что смотрим? Сатурн – это консервативность, реализм, реально видит вещи, реально смотрит, целенаправленность, принципиальность, очень ответственное чувство долга есть, ответственен за всю свою семью, везу свою, это Сатурн, осторожный, недоверчивость, подозрительность, скупость. Но вот такая скупость, она, это не жадность. Вот такая скупость. Вот я что-то соберу и вложу. Я вот что-то соберу, я там детям, чтобы дети построили. Я себя буду ограничивать. Я в отпуск не пойду. Я не куплю себе что-то, но я вот потом. И, как правило, часто, когда вот такая вот продуманная, скрупулезная скупость, она не работает. Она потом не вовремя нужны эти деньги, или они уже не нужны то, что ты собирал. Это есть, конечно. Дальше что есть? Жесткость, целеустремленность, трудолюбие. Что? Ключевые слова Сатурна. Тем более вот мы сейчас его очень сильно рассматриваем, потому что всегда, когда переход, вот это все выходит на поверхность. Цель, стержень, сжатие, ограничение, самопознание и выживаемость. Очень хорошая выживаемость Сатурна. Что еще? Ну вот до 29 лет это, конечно, прощаются ошибки, то есть ты набираешься опыта. Потом это, конечно, идет уже твоя карма. То есть ты должен проработать какие-то вещи, которые ты опять повторяешь, опять делаешь, по кругу ходишь. Это ты должен проработать. Сам по себе Сатурн – это мужская энергия, это отец. Так же, как Юпитер, так же, как Солнце. Солнце – это тоже отец, мужская энергия. Это отец, это брат, это муж. И если у вас какие-то собрались обиды по мужской линии на папу, на брата, на мужа, то ваш Сатурн вас очень сильно дает вам большие потом испытания. Надо от любой обиды, которая тебя глушит, давит на тебя, от любой обиды надо избавляться. Постепенно, кто со мной потихоньку очень во многих вещах разберетесь и приведете в порядок Сатурн, голову. По состоянию здоровья это кость, Сатурн это кость, то есть все, что связано с костью. Это колени, это позвоночник, спина, суставы, любые суставы, зубы, это кость. Все, что связано с костью, и точно так же со слухом. У кого непроработанный Сатурн, слух. Число 7 – это число Сатурна, семерка, 7. И день недели сатурнянский – это суббота. Также Сатурн – это подбородок, то есть показывает подбородок. Если четкое очертание, выраженный подбородок – это сила духа, сила воли, строгость и, конечно, стержень. Колени. Если какой-то синяк поставил, ударился, что-то связано с костью, синяк поставил, ударился коленкой или локоть, или задел как-то что-то вот на спину, и ты чувствуешь что-то с позвоночником у тебя, то определенное какое-то событие через 2 недели что-то у тебя произойдет. То есть жди, какое-то событие произойдет через 2 недели. Это такой маленький сигнал Сатурн дает
вот таким образом показывает, что что-то через 2 недели событие какое-то будет. Ты никогда не знаешь, какого характера это будет событие, но по контексту твоей жизни ты понимаешь, что что-то вот ударился синяк, именно вот когда связано что-то с костью или с пальцами, потому что здесь у нас все, что в основном в фалангах и ногах, все, что связано с костью, то это событие, которое через 2 недели накануне вот ты получаешь вот такой сигнал по Сатурну. Ну что, мои хорошие, вот такая общая характеристика перехода Сатурна. И сейчас пройдемся по знакам. По знакам зодиака, как это будет работать. Быстренько пройдемся, посмотрим этот транзит, как влияет на знаки зодиака. И, конечно же, начинаем со знака зодиака Рыбы, потому что Сатурн делает транзит туда. Итак, заходя к Рыбам, это хорошая работоспособность, усердие, трудолюбие, успех на государственной службе, в политике, строгость приобретаете, классика, диета, занятия спортом, оставить все зависимости, ненужные привычки, которые мешают и дают нехорошие результаты. Дальше, конечно же, все равно, при том, что Сатурн будет находиться в Рыбках, все равно это дружелюбие, заботливость, проницательность, очень острая такая интуиция. Как будто бы все знаю и какую-то очень узнаю интересную вещь, которая захлестнет, завертит так в жизни, ты чем-то таким новым увлечешься, и рыбки впускают все новшества, они открыты к этим новшествам, они себя не ограничивают, они очень хорошо в этом начинают ориентироваться, и Сатурн здесь вас ограничивает только в том, как в помощь вам идет, то есть он вам помогает разобраться со своей диетой, со своим режимом, со своим питанием, со своими вредными привычками, со своими зависимостями. Он очень поможет в этом вас ограничить. То есть Сатурн вам идет как помощник. Дальше смотрим. Смотрим Водолеи. Сатурн. Да, он сделал от вас, он у вас долго стоял, сделал транзит к Рыбам, но это ваш управитель. Что он делает? Он вам очень сильно поможет в планировании денежных трат. Здесь будут ограничения, и они очень вам тоже как в помощь. Ограничения, и все финансовые авантюры будете избегать. Вы не захотите никаких ненужных сделок, никаких ненужных каких-то финансовых ухищрений. То есть вам здесь Сатурн как помощник ограничит вас финансово, но не доступ к финансам, а именно все, что связано с какими-то аферами, связанными с финансами, с какими-то обманами, которые могут на вас свалиться. Вы будете очень хорошо здесь рассудительны, расчетливы. Сделки, приобретение участков, зажиточность, успех как работника, так и работодателя, хорошее партнерство, дипломатические способности, целеустремленность, решительность. Вот так будет работать для вас Сатурн. Дальше, Козероги. Сатурн, ваш управитель, делает транзит к Рыбам. Что у вас, как на вас это работает? Ограничивает вас во взаимодействии с близкими: братья, сестры, соседи, друзья, коллеги, одноклассники, одногруппники. Немножко ограничивает. И я вам во всех видео говорю, вы полностью развернетесь на себя. Никуда Козерог не денется. Он обратит на себя внимание. Я кто, где я, почему так, я столько работаю, где вообще жизнь, это абсолютно.
Да, перепады будут перепады в общении. Захочется глубокомыслия, мудрости, не какого-то просто поболтать, просто пообщаться, а то еще чью-то проблему решить, а то еще чью-то решить куда-то за кого-то. Настолько не захочется ничего на себя брать, никакой ответственности, а захочется абсолютно равнозначного общения. Успех на государственной службе, успех в ученой среде, да, захочется людей своего уровня, а не кого-то откуда-то тянуть, решать его проблемы или приходит еще на тебя скидывает. Мне захочется только вот свое с собой разбираться. Так, дальше смотрим. Дальше смотрим. Это у нас идут стрельцы. Стрельцы, что для вас этот транзит? Для вас это, опять, любой Сатурн – это ограничение. Что, где и в чем у вас будут ограничения? Отношения с родителями и с кем-то старшим. Забота и уход немножечко приобретает план, режим какой-то. Не так, что по одному звонку побежала, делаю, вечер, устала, выходной, нет, надо туда, нет, это ограничение делается, именно ограничение в таких, со своими родителями, со своими очень близкими, те, за кем вы делаете уход и кого вы опекаете. Вы найдете возможность на кого-то это переложить. Кому-то оплачивать уборку, кому-то оплачивать продукты привезти, кому-то оплатить, чтобы в больницу сходил. И, то есть вы какую-то часть, здесь будут ограничения. Для чего? Потому что Сатурн – это я. Это мой стержень. Для того, чтобы мне выработать стержень, для того, чтобы мне из чего-то выбраться самому, он тебя ограничивает, настраивая на самого себя. Поэтому здесь появляются вот такие ограничения, но находятся средства для того, чтобы кто-то это делал. Это может быть и для самого себя. Если я раньше, человек думает, я вот раньше, ой, побелила, посвежила, у меня, теперь я не буду лазить, подбелить, посвежить, я буду беречь свою спину, я буду беречь свои руки, я заплачу. И придут, мне освежат и сделают. Или что-то вот, всякое такое другое. Дальше. В дом приходят люди, которые потеряли давно контакт с вами. Или давно место было пустое. Вот вы вот, знаете, вот только вдвоем или там одна, кто-то появляется в вашей жизни, кто вот эту немножко, у кого она есть, эта пустота, эту пустоту замещает. Находятся какие-то документы, фотографии, семейные фото, на которых становится какая-то ясность. Узнаете, кто-то родословную свою узнает, кто-то узнает даже о том, что он когда-то был усыновлен, кто-то такую информацию узнает, кто-то узнает больше о своих родителей, кто-то узнает место своего рождения, родился там, записано было уже где-то, немножко откуда-то выйдет, ой, оказывается, корни мои оттуда, то есть немножечко это тоже здесь какая-то становится ясность. Партнер, который с вами находится, больше информации его, именно вот о его происхождении, большую информацию находите. Это вот так для стрельцов. Теперь для скорпионов. Скорпионы, что для вас этот транзит Сатурна в знак зодиака Рыбы? Тоже водный знак, ваша стихия. Каким образом вас в чем будет ограничивать? Но это ограничение как в помощь. Это не ограничение. В помощь это когда ты развиваешься, когда ты свободен, когда ты не обозлился, вот не пошел по вот этому пути, когда ты не идешь вперед, когда ты застрял по Сатурну. Итак, в чем здесь у вас происходят ограничения? К азартным играм,
Если кто-то вот прям азарт был какой-то в чем-то, кто-то был прям ну фанат чего-то, кто-то даже посвящал какие-то, скупал все там постеры, какие-то сведения, какие-то фотографии, видео. У фанат какой-то группы был или фанат какого-то клуба. Но чем-то очень сильно, это прям в азарте было. Ограничения к азартным играм, к любым азартам. Ограничения к внебрачным, кто состоит в браке, вот ограничения, очищения от внебрачных каких-то контактов, ограничения в зависимостях и вообще вот в развлечениях такого характера, где у тебя прям привязанность, прям тебе хотелось. Вот кто-то утром встал, скорее телефон и какие-то там, ну вот есть шарики играть, что-то, ну вот я примитивно говорю, кто-то что-то прям покупать, постоянно что-то покупать, потом посмотрел, сдавать, покупать. Вот это ограничение в этом происходит. Дальше что? В каких-то судебных заведениях высокий ответственный пост можете получить, государственная служба высокого ранга, гармонизация отношений с людьми старшего возраста, старшего поколения. Могут заявить о себе внебрачные дети, о которых вы даже сами не знали. Но кто-то как-то может проявиться вот такое, появиться тот, кто когда-то давно очень вы были в каких-то отношениях, вы даже не знали, и могут объявиться внебрачные дети. Это вот ограничения вот такого характера. Ограничения как в помощь. Сатурн – это опыт. Это твой определенный опыт. Это не вредитель. Это всегда твой опыт. Да, ты думаешь, он тебя ограничивает, но это ограничение как в твою копилку, как в твой опыт. Вот таким образом Сатурн пойдет по Скорпионам. Дальше смотрим. И это у нас весы. Весы. Что и как ограничения будут для вас? Это кто-то захочет поменять профессию, и это так профессия. Вот ты был медсестрой, и ты хочешь выучиться на врача. Либо ты был, например, психолог, вот ты психолог, а ты стал психотерапевтом, ты стал психиатром, тоже поднимаешься. Был бухгалтером, стал крупным экономистом. Какое-то мелкое у тебя было хозяйство, ну вот что-то маленькое было хозяйство у тебя, допустим, ты несколько голов чего-то держал, ты захочешь прям таким большим развивать такое вот большое животноводческое хозяйство. Кто-то с цветами, ну небольшая такая оранжерея была, захочешь прям расшириться, то есть большое такое устойчивое расширение, как Сатурн, как в помощь, он вас немножечко поднимает по карьерной лестнице, немножечко поднимает вас куда-то вперед. Хорошее здоровье несет вам Сатурн, духовная сила, хорошие интеллектуальные способности, интерес, развитие есть, выносливость, и при любом травмоопасности хорошая выживаемость, хорошая выносливость. Вот это несет вам Сатурн, транзит Сатурна. Девы, для вас, что несет вам Сатурн? Сатурн – ограничения. Какие выстраивает ограничения с этим транзитом? Брак и партнерские отношения приобретают статус. И материальную основу. Сатурн вам несет, если вы жили, так просто жили, вы захотите узаконить отношения. Если у вас законные отношения, вы захотите как-то религиозный обряд какой-то сделать. Еще больше, глубже зайти в эти отношения. Если вы жили в разных странах, вы захотите объединиться. То есть вам Сатурн идет по сектору, который вам укрепит ваше семейное положение, ваше партнерское положение. Все, что связано с партнерами по бизнесу, здесь тоже у вас был один пакет прописан, который условий вашего
партнерства, вы захотите его узаконить, добавить еще какие-то пункты, чтобы все четко было. То есть этот Сатурн вот такие вот сделает вам помощь и поддержку по сектору семьи, брака и партнерства. Очень благодаря партнерству, благодаря вот этому вот четкому прописанию условий, вы можете подняться очень хорошо материально, на хороший уровень, проговорив, прописав какие-то определенные условия вашего партнерства. Вот таким образом отработает для вас Сатурн, транзит Сатурна, знак зодиака Рыбы. Следующий, Львы. Львы. Столкнетесь с правом, законом, с репутацией, с материальными ценностями. На многое придется определенные ограничения сделаете. Если у вас были обязательства какие-то, вы эти обязательства пропишите. Вам закон предъявит какие-то обязательства. Не просто так я делаю благотворительность, или не просто так я спонсирую, или не просто так я что-то выплачиваю. Это будет по закону установлено. Вполне может быть, вы по Сатурну вы можете получить какое-то наследство. Либо наследство, которое у вас есть, вам необходимо будет его разделить, если есть у кого-то претензии к этому наследству. То есть тоже можете столкнуться с этим. Дальше какие-то тайны расследования, какие-то секретные данные вылезут на поверхность, которые вы столкнетесь, надо будет их решать. И будет много очень вопросов за и против. Вот это за и против нужно будет привести в баланс. Так или нет, это не так. Это тоже вот нужно будет вот эту восстановить, вот эту справедливость. Вы с этим. И Сатурн здесь вам в помощь. Он все расставит по своим местам. Это вот таким, вы можете столкнуться с таким транзитом, вот так транзит отразится на вас. Дальше смотрим. Знак зодиака Рак. Каким образом для вас будут ограничения? Сатурн находится в Рыбах, и это ваша водная стихия. Получите какое-то новое образование или доучитесь где-то, экзамены сдадите. Люди, которые старше вас, встречаются вам, они для вас авторитеты. Это учителя ваши, это люди, кто старше, это философия, религия, культурные ценности, обычаи. То есть все немножечко на другой уровень. Вы хотите это, захотите это все. То есть Сатурн здесь вас немножечко в помощь вам, что-то авторитетное, и суетливость, которая у вас есть, она как будто бы уходит, как будто бы успокаивается, потому что для вас появился стимул, авторитет и знания, которыми вы захотите владеть, ученые степени, еще какое-то одно образование, успешные деловые переговоры. Это могут быть иммиграции, переезды и интерес к чему-то новому. Это новый язык, это может быть новая культура, новая религия, ну что-то, интерес к чему-то новому. Вот таким образом на вас будет работать Сатурн. Дальше смотрим. Близнецы. Что у вас, мои хорошие, транзит Сатурна? Транзит Сатурна у вас идет по тому сектору, за который сам Сатурн ответственный. Он за этот сектор, это карьера. Карьера. Он ответственный, сам Сатурн, это карьера. Так что у вас статус руководителя, должность повышается, карьера, опыт, призвание, военная карьера может быть, ответственность за коллектив, терпение, смирение в коллективе, но вы получаете награды, призвания, надбавки, премии, выплаты. Очень хорошо вам Сатурн поможет в карьере. А всегда, когда у тебя это не просто карьера, это еще и смена статуса.
Это смена статуса. Сегодня вы были одни, завтра вы поменяете статус и очень качественный статус меняете. Либо вы вступаете в брак, либо вы становитесь родителями. То есть вы в браке, но меняется другой статус. Вы становитесь родителями, вы становитесь бабушкой, дедушкой. Вы статус, у вас какой-то статус материально, ответственно. Вот тут вам здесь будут Сатурн как в помощь. Премии, выплаты, награды, надбавки и должности. Опыт приобретаете очень хороший. Это вот таким образом на вас Сатурн будет работать. Дальше смотрим. Тельцы. Тельцы. Каким образом для вас отработает Сатурн? Сатурн сам по себе идет в знак зодиака Рыбы, водный знак, но сам Сатурн – это Земля, это устойчивость, так же, как и вы. Сотрудничество, в чем поможет этот транзит вам? Сотрудничество с группой единомышленников, то есть вы в той же группе. Даже если вы где-то проходите какую-то реабилитацию, были обстоятельства по состоянию здоровья, может быть, где-то травмы были, где-то вы реабилитацию, у вас такие же, кто этим же занимается, тоже проходит тот же опыт, что и вы. Это в любом, в творчестве, в медицине, в искусстве. Вы строите дом, у вас находятся такие же единомышленники, которые достраивают дом, или комнату пристраивают, или гараж строят. У вас в чем-то очень хорошее содружество единомышленников. Команда создается, желание доказать свою значимость в чем-то, но всегда в первую очередь себе доказать. Я как делаю, как я с этим справляюсь, значимость свою показать. Покорение вершин, поиск партнера или умнее, значимее или старше. И политика. Прям захватит вас вот такое вот какие-то вот эти политические направления, политическая карьера. В политику окунетесь, вам что-то становится, разбираться начнете с этим, вам начнет здесь, столкнетесь с тем, что прям вот Сатурну в глаза смотреть. Вот так Сатурн очень будет сосредоточен для вас, тельцы. Прям столкнетесь, вы будете чувствовать, как будто бы вы крепче стали, как будто бы какая-то сила. И это есть сила духа. Вот таким образом вам будет работать Сатурн. И Овен. Как для вас отрабатывает Сатурн? Для вас Сатурн – это какие ограничения здесь делает? Тайные известия, которые принесет, узнает. Попадется какая-то чужая переписка, чужое письмо попадется на глаза. И это касается вас, вашей жизни или жизни ваших родителей, семьи, вашего поколения, вашего рода. Дальше что еще? В чем еще помощь? Посещать те места, которые вас расслабляют, которые вас немножечко дают философию жизни, направление жизни, стержень у жизни. Вот здесь вот вам ограничивая именно идет как помощь, оказывает вам Сатурн для того, чтобы загонит вас куда-то в изоляцию. Это вот место уединения, но это как помощь, как поддержка, какую-то философию найти, открыть что-то для себя, открыть для себя какие-то новые страницы своей натуры, познакомиться с собой, успокоить себя, приблизить себя к каким-то философиям жизни, опереться, вот эту опору Сатурн даст. Сатурн – это Земля, вы – это жажда жизни, это познание жизни. Но иногда очень необходимо, вот Сатурн прям необходимо ограничить вот в этом всем для того, чтобы дать эту устойчивость, чтобы успокоиться, устояться, для того, чтобы сил набраться. Но этот опыт, в данном случае силы – это опыт, это стержень, это сила духа. Вот таким образом на вас будет работать Сатурн. Ну что, мои хорошие,
Сатурн – это сила духа, это стержень, и мы будем в течение, конечно, всего времени смотреть, какие будет делать Сатурн аспекты к другим планетам. Конечно, подробно будем об этом, обо всем говорить. Ну и держимся за сатурнианское счастье. А сделает, когда Плутон транзит, о котором по знакам зодиака тоже я скажу, мы будем крепко вот за эти две планеты, которые нас в 23-м году, конечно, будут нам и силу духа, и стержень, несмотря ни на что. Мы с вами любую жизненную ситуацию пройдем достойно. Достойно. Жду от вас, конечно же, лайк. Спасибо всем. Спасибо.